Это Резе. Начнем, пожалуй, с этого. И прям вот навалили в Резе. Тут уже Нант, уже периферик проехали. Райончик называется Резе. И вот такое вот безобразие. Начнем с этого, пожалуй. Но о Нанте есть что рассказать. Сейчас пройдем в центр и послушайте мою историю. Сказал Лаура. Правильно будет Луара. И вот она, вот она. Нант расположен на реке Луаре. И более того, когда-то он считался французской Венецией, потому что здесь были многочисленные каналы и так далее. Вот это, например, остров. Да, там есть другой рукав. И впоследствии многие каналы закопали, и Нант перестал быть Венецией, вот стал обычным городом. Ну, а Луара, вы помните, это самая полноводная река Франции. Ну и чтобы закрыть вопрос истории, небольшой экскурс в историю, стоит отметить, что именно в Нанте было подписано соглашение, послужившее концом резни между католиками и протестантами. А трамваи в Нанте, конечно, загляденье, расписные прям. Расписные трамвайчики красивые. А мы идем в центр. Где-то здесь, в Нанте, есть такая зеленая линия, которая ведет туристов по самым достопримечательным местам города. Вот она тянется на расстояние 24 километра, идет по всем районам. И, в принципе, за день ее можно спокойно пройти. Загвоздка в том, что некоторые говорят, что линия затянута, блуждает местами. И одно, а второе, что как бы получается, что на второй день уже в Нанте нечего и смотреть. Это, конечно, печально. Лауры в Нанте даже 3 рукава, а потом она сливается в одну большую Лауру. Ну вот смотрите, какие прекрасные виды с этого моста открываются. Нант, можно сказать, во всей красе. А вот немножечко вам граффити. Видел немного, пока шел, а шел уже немало. Но вот такое вот все же застал местечко. Само по себе, кстати, очень симпатичное. Во, смотрите, даже продолжение есть. И всадник без головы. Всадница. Есть в Нанте и своя Пизанская башня, а точнее Пизанская стена, вроде падающая, но крепко стоящая в асфальте. Со стороны она выглядит вот так. Жирно, необычно. А еще это Нант, это родина Жюля Верна, того самого, 12 тысяч лет под водой. Биг Фернанд, это заведение оказалось единственным из немногих, которые ко мне отнеслись с пониманием и угостили меня картошкой. Вот этот молодой человек. Но я иду дальше. Мы идем вот сюда. А по пути, пока иду, расскажу вам, почему мне не нравятся большие города. Потому что здесь очень большая конкуренция, много бездомных. Они все попрошайки, они все привыкли всегда ходить и просить. И поэтому к таким, даже вот как я, относятся бармены с большим недоверием. А вот церковь внушает размерами и величием. Очень даже внушает впечатление. Количество шпилей тоже внушает доверие. Да, попробуйте сосчитать. А прямо напротив братчик современной архитектуры. Воскресный Нант местами выглядит даже безлюдно. Ну, в целом неудивительно, он большой, но не такой уж большой. 300 тысяч всего лишь здесь живет. Самый большой на западном побережье. А еще в Нанте много прекрасных парков и скверов.
И там, в одном из парков, в парке развлечений, есть одна из главных достопримечательностей города. Большой механический слон, который может вмещать в себя до 50 человек и даже поливать публику водой. Пепелаться на них тоже довольно забавный, оригинальный, неожиданно. Смотрите, какой красивый. Нам тоже скоро заканчивается, а зеленой линии я таки не увидел. Увидел разве что вот такие зеленые стрелочки. Но это вроде как велосипедная дорожка. Не знаю. Ну, надеюсь, прогулка вам понравилась. Тем более, что я вижу еще один такой интересный объектик впереди. Вот он этот самый объектик. Классно смотрится. Вот уже и периферик. Направление на зенит. Прощай, Нант. Не распробовал тебя. Ну, не совсем, скажем так, но пойдет. Как вам? Подписываемся, если интересно. Будет еще много всего.